Ханна сжимала в руке меню, стараясь не выдать своего волнения. Она сидела за столиком в одном из модных бистро в центре Сан-Франциско. Светло-рыжие волосы были аккуратно уложены, а скромное синее платье было выбрано специально для этого вечера. Сердце колотилось, ведь это было ее первое свидание вслепую с сайта знакомств. Ожидая своего спутника, Ханна чувствовала себя одновременно взволнованной и настороженной. Она работала дизайнером интерьеров в небольшой студии и мечтала о большой семье. Наконец к столику подошел мужчина, представившийся как Джейсон. Высокий, подтянутый, в дорогом костюме, он излучал уверенность. Однако, едва усевшись, он сразу же начал задавать вопросы, которые казались Хане слишком личными. Он интересовался не ее увлечениями или мечтами, а ее доходами, связями и перспективами. Когда Ханна честно рассказала о своей небольшой студии, выражение лица Джейсона изменилось. Он нахмурился, и в его глазах появилось разочарование. «Понимаешь, Ханна, я ищу девушку своего круга. У меня большой бизнес, мне нужна спутница, которая сможет блистать на светских приемах, а не сидеть с эскизами на полу. Дизайнер интерьеров — это, конечно, мило, но не то, что я ищу», — высокомерно произнес он. Ханна почувствовала, как ее лицо наливается краской. Слезы навернулись на глаза, но она изо всех сил старалась сохранить спокойствие. Она тихо попрощалась, пытаясь как можно скорее уйти оттуда. В это время за соседним столиком сидел Кристиан. Мужчина в деловом костюме, чуть за 40. Он был крупным архитектором, но в отличие от Джейсона, предпочитал избегать публичности. Кристиан приехал в Сан-Франциско на конференцию и зашел в бистро, чтобы перекусить. С самого начала он наблюдал за поведением Джейсона. Когда Кристиан увидел, как Ханна, сдерживая слезы, поспешно уходит из бистро, он не выдержал. Он подошел к столику Джейсона и представился. «Я Кристиан. И то, как вы только что разговаривали с этой девушкой, отвратительно. Истинная ценность человека измеряется его добротой, а не его кошельком или социальным статусом». «Спокойно, но твердо», — сказал он. После этого Кристиан догнал Ханну. Он извинился за грубость Джейсона и предложил поужинать вместе. Ханна, все еще смущенная, согласилась. Весь вечер они разговаривали обо всем на свете. Обоих поразило то, как много у них общего. Любовь к искусству, архитектуре, путешествиям. С того дня началась их дружба, которая переросла в нечто большее. Они проводили много времени вместе, посещали выставки, гуляли по паркам, просто разговаривали. Кристиан помогал Хане с ее проектами, вдохновлял ее на новые идеи. Ханна же привнесла в жизнь Кристиана тепло, радость и душевный покой. Их история стала настоящим доказательством того, что счастье можно найти там, где меньше всего ожидаешь. Спустя год они поженились. Их любовь стала примером того, что истинная ценность отношений не в богатстве, а в искренних чувствах. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.